Всем привет! Рада приветствовать вас на нашем канале. Сегодня я буду готовить песочные колечки с арахисом. Уверена, что их вкус многим знаком с детства. По этому рецепту колечки получаются очень вкусные и буквально тают во рту. А еще вы удивитесь, насколько просто они готовятся. Сливочное масло и яйцо нужно заранее достать из холодильника, чтобы к моменту приготовления теста они были комнатной температуры. В миске, в которой буду замешивать тесто, соединяю теплое сливочное масло, сахарную пудру, ванильный сахар и соль. Начинаю все взбивать миксером примерно 4-5 минут на высокой скорости до посветления и пышности. Конечно, в рецепте по ГОСТу соль и ваниль не добавляется, но на мой взгляд так получается гораздо вкуснее. После того, как масло взбилось, посветлело и увеличилось в объеме, добавляю яйцо и взбиваю еще примерно 1 минуту. Конечно, миксер использовать не обязательно, можно просто перетереть всю массу лопаткой. Также не забываем собирать все со стенок миски, чтобы масса хорошо вымешалась и была полностью однородной. Сразу скажу, что в итоге колечек получается не очень много, поэтому если у вас большая семья, то готовьте двойную порцию. Они хорошо хранятся, я обычно перекладываю их в пакет, они остаются такими же хрустящими и рассыпчатыми. Отдельно соединяю муку с разрыхлителем. И сразу всю муку просеиваю в масло. На самой маленькой скорости миксера делаю крупную крошку. Это займет примерно 15 секунд. Уже из полученной крошки собираю тесто руками в однородный комок. Так как это песочное тесто, то замешивать его долго ни в коем случае нельзя. Конечно, мука у всех разная, поэтому если тесто будет прилипать к рукам, можно добавить еще буквально 1 столовую ложку муки. Или обратная ситуация, когда вы увидите, что муки добавлено слишком много и тесто не хочет собираться в комок, то просто добавьте немного холодной воды либо молока. Тесто готово, оно получается очень мягким и не прилипает к рукам. Перекладываю его в пакет и убираю в холодильник на 30 минут, чтобы оно стало более плотным. Уже через 30 минут достаю тесто из холодильника, перекладываю на стол слегка припыленной мукой и начинаю раскатывать толщиной примерно 6-7 мм. Даже после холодильника тесто остается достаточно мягким. Оно не прилипает к скалке, но если все-таки будет прилипать, то можно ее также припылить небольшим количеством муки, либо раскатать тесто между двумя пергаментами. Дальше нам понадобится вырубка. У меня она вот такая большая, диаметром 11 сантиметров. Вы можете сделать их чуть меньше или чуть больше. Единственное, что будет отличаться, это время выпечки. Кольца формируются достаточно быстро, поэтому я уже включила духовку разогреваться на 180 градусов. Излишки теста я аккуратно убираю и буду потом использовать их повторно. Серединку я буду вырезать насадкой для крема. Также можно использовать рюмочку или какую-нибудь крышечку. И, кстати, вырезать ее совсем не обязательно, можно испечь просто как обычное печенье. Подготовленные колечки осторожно перекладываю на противень, застеленный пергаментом. Каждую неделю на нашем канале выходят рецепты советских десертов. Настоящая ностальгия по вкусу детства. Подписывайтесь на наш канал, готовьте вместе с нами и делитесь впечатлениями в комментариях. Излишки теста я снова собираю в один комок и еще раз раскатываю. Для обмазки нам понадобится один желток.
Его необходимо немного взболтать и обмазать каждое колечко. Для обсыпки я заранее подготовила орехи. Понадобится несоленый жареный арахис. Его я слегка измельчила ножом, чтобы получилась вот такая ореховая крошка среднего размера. Посыпаем колечки арахисом и слегка прижимаем, чтобы они хорошо приклеились. Также вместо арахиса можно использовать грецкий орех или миндаль. Но, конечно, арахис это все-таки та самая классика, которую мы все помним из своего детства. Выпекать кольца я буду при 180 градусах 10-15 минут до золотистого цвета. Кольца готовы. Посмотрите, какие красивые они получились. Конечно, домашний вариант намного лучше производственного, но и в домашней версии всегда можно добавить чуть больше арахиса, чтобы было еще вкуснее. По этому рецепту кольца получаются умеренно сладкими, поэтому если вы любите выпечку послаще, то можете добавить чуть больше сахарной пудры. Они получаются рассыпчатыми и буквально тают во рту, а аромат арахиса заполняет просто всю квартиру. После того, как они остынут, можно заварить себе чашечку чая или налить стакан молока и насладиться вкуснейшим лакомством из детства. Сохраняйте рецепт, делитесь этим рецептом с друзьями и напишите в комментариях свое мнение об этом видео. Для нас важна любая обратная связь. А на нашем канале каждую неделю выходит новое видео простых, домашних и вкусных рецептов. Обязательно переходи и подписывайся. Ваша поддержка очень важна для нашего канала. Я желаю вам приятного аппетита и удачной готовки! Ну что, у нас начинается самая интересная часть, это дегустация. Будем пробовать песочные колечки с арахисом. Давно их не ели, очень вкусные, вкусный десерт особенно. Сейчас протестируем. С молоком. Самое лучшее сочетание таких колечек с молоком вообще. Да, это точно. Они будут вкусные с чаем и с кофе, конечно, но с молоком это прям как в детстве. Но тесто получилось очень рассыпчатое такое, как и было в принципе раньше. Вкусные орехи поджаренные. Аромат орехов. Помню, раньше такие колечки покупали в детстве, тоже с молоком ели или перекусывали там, или в студенческие годы тоже перекусить. И вся была ценность это в этих в орехах. Потому что орехи были тоже, орехи вкусные, тесто понятно, там вот если еще сладкое, ну больше где сахара попадется, оно более сладкое, вообще прям за счастье. Но суммарно с орехами это было прям великолепно. Вкус и аромат, особенно когда свежие, вот как здесь.
свежее, пахнет выпечкой и тестом прям вообще. Да, они мягкие за счет того, что в тесто добавлялась именно сахарная пудра, а не сахар. Потому что если сахар добавить, то тесто будет более твердое, более плотное, а сахарная пудра делает песочное тесто гораздо мягче. За счет этого они очень вкусные. И орехи прям великолепные. Ты рассказывал, что еще были с глазурью, да? Да, еще раньше были. Делали такие колечки с глазурью и сверху орехи. То есть такую вариацию тоже можно использовать. Как приготовить глазурь, можно посмотреть в нашем видео, где мы делали ромовую бабу. Как раз там был хороший вариант и способ приготовить вкусную глазурь, которая будет очень прекрасно сочетаться с такими колечками. Супер. Мне понравилось. Великолепно. Сейчас еще кружечку молока и одно Еще колечко уйдет на раз-два. Кстати, если хотите рецепт таких же колечек только с глазурью, напишите в комментариях под этим видео, и я сделаю отдельное видео таких же колечек, только уже с глазурью. Подписывайтесь на наш канал и смотрите новые рецепты вкусных десертов. Пробуйте делать и делитесь своими впечатлениями и своим опытом. А мы будем есть. Я помню студенческие годы. Приезжаешь на выходные, и мама все время покупала такие колечки. Мама говорит, ты приедешь, уже лежат эти колечки на столе. Кружку молока налил и поели всей семьей. Вот и пообедали, да? Да. Угу. Очень вкусное. Ну, тесто действительно получилось очень мягким. Оно, когда кусаешь, оно просто тает во рту. Я его не передержала в духовке, поэтому оно получилось как нужно. Если продержать чуть дольше, то они, естественно, будут более суховатые и такие твердые. Поэтому они получились просто идеальные. Молодец. Обязательно напишите свое мнение об этом видео в комментариях. И, конечно же, переходите на наш канал. У нас вы найдете еще больше простых, домашних и вкусных рецептов. А сейчас у нас на канале выходит серия десертов того времени. Поэтому, если вам интересно вспомнить детство, то переходите и смотрите.